Серия невероятно классная. Битва Сяо Яня с Гуяо очень зрелищная, аж дух захватывает, да и еще под эпичную музыку. Вот это сражение одно из лучших за последнее время. Ведь у Сяо Яня был достойный соперник, на 3 звезды почтенного воина выше. Из-за лотоса уничтожения пришлось вмешаться очень сильному старейшине клана Гу. Гуяо. Далее, после битвы, Гу Сюнер продемонстрировала 10-й ранг родословной. Это божественный ранг. А Сяо Янь увиделся с главой клана Гу, Гу Юанем. Пожалуй, это был самый удивительный человек, которого Сяо Янь встречала за всю свою жизнь. Он просто оказался у него за спиной без единого движения энергии. Парень сглотнул, смотря на главу. От него не исходило давления. Однако Сяо Янь был уверен, что перед ним стоит самый страшный эксперт, с которым он когда-либо встречался. И это верно, ведь Гу Юань, отец Сюнер, был на пике 9 звезд святого. Это вершина силы континента, в шаге от уровня Доуди. Глава неожиданно похвалил Сяо Яня, сказав, что не ожидал, что клан Сяо сможет вырастить такого выдающегося молодого человека, несмотря на истраченную родословную. Сяо Янь испытал мурашки. Исходя из его слов, он когда-то контактировал с его предком Сяо Сюанем. Другими словами, перед ним древний эксперт, проживший 1000 лет. Он представился как отец Сюнер. Сяо Янь слышал, как Сюнер упоминала, что ее отец является главой клана Гу, а также высшей сущностью этого мира. А теперь он появился перед ним, хотя и выглядел обычным человеком. Глава клана Гу, отец Сюнер, не пришел с угрозами. Он решил поговорить с Сяо Янем откровенно. Гу Юань объяснил, что его интересует не только судьба дочери, но и более важные дела. Он сразу обозначил, он не собирается вмешиваться в отношения между Сяо Янем и Сюнер, ведь она обладает божественной родословной и не подчиняется даже воле главы клана. Если она чего-то желает, то он не намерен ей мешать. При этом глава признала силу и заслуги Сяо Яня. Несмотря на отсутствие родословной в его теле, он не уступал молодому поколению клана Гу. Но он предупредил, в клане найдутся те, кто будет против их союза. Эти старейшины и древние сущности не желают, чтобы Сюнер была рядом с человеком вне клана. Однако, как отец, он все же поддерживает выбор дочери. Тем не менее, он попросил Сяо Яня соблюдать одно условие – не приближаться к ней слишком тесно, пока она не достигнет уровня святого, ведь ее родословная нестабильна, и любое вмешательство может причинить вред. Гу Юань признался, что если бы знал, чем все обернется, то не стал бы отправлять Сюнер в клан Сяо, ведь не смог заполучить ту самую вещь, да еще потерял дочь. Гу Юань перешел к более важной теме – древнему божественному нефриту Тоше. Он рассказал, что это артефакт невероятной ценности, оставленный последним богом континента Доуци. Ключ к руинам, хранящим тайны перехода выше класса святого. Когда-то он был разделен на 3 части, но после кровавых битв уже на 8. Сейчас каждый из древних кланов хранит по куску. Один из таких кусочков у Сяо Яня. Именно из-за этого нефрита зал душ захватил отца Сяо Яня. Раньше кланы Гу и Сяо были союзниками и сражались против коварного клана Хунь. В одной из битв клан Сяо пал, и с тех пор клан Гу не мог продолжать борьбу в одиночку. Сейчас активность клана Хунь снова усиливается, и нефрит, который хранит Сяо Янь, может сыграть ключевую роль. Если клан Хунь соберет все куски, равновесие сил будет нарушено. По сути, глава Гу Юань просил передать ему часть нефрита Тоше. Сяо Янь понимал все, но отказался передать нефрит. В нем заключена духовная сила его отца, и он не может расстаться с ним. Это его единственная надежда. Если он отдаст нефрит, то клан Хунь потеряет интерес к его отцу и убьет. Это своего рода страховка. В худшем случае Сяо Янь даже не будет сомневаться, чтобы обменять его на жизнь своего отца. Пока нефрит у него, зал душ не убьет его отца. Гу Юань это понимал
и не стал настаивать, но предупредил, некоторые старейшины клана не успокоятся. А пока что Сяо Янь должен сосредоточиться на предстоящем открытии небесной гробницы. Как только он оттуда вернется, клан примет решение, как поступить дальше. Разговор прервался, когда к ним стремительно приблизилась Сюнер. Гу Юань с легкой улыбкой заметил, как она беспокойна и как отчаянно мчится к Сяо Яню. После этих слов он исчез. Сяо Янь вздохнул с облегчением. Этот разговор был одним из самых серьезных. Не каждый день видишься с главой древнего клана на уровне святого. А далее начинается интереснейшая глава сюжета – Небесная гробница. В день открытия прибыли эксперты всех 6 древних кланов, а также клана Гу. Хунья и эксперты с темной аурой также присутствовали. С ними нужно быть особенно осторожными. Небесная гробница осталась с древних времен, там находится довольно много могил, принадлежащих разным экспертам. Она открывается раз в 20 лет. Хотя небесная гробница находится в пределах царства Гу, члены 8 древних кланов имеют право войти в нее в соответствии с соглашением того времени. Гробница Сяо Сюаня также находится внутри. Когда пришло время открытия гробницы, Сяо Яню, как члену древнего клана Сяо, тоже позволили войти. Внутри было погребено несчетное количество экспертов с древних времен. Их души уже исчезли, но энергия преобразовалась в форму могущественных духовных тел, а некоторые весьма сильные эксперты, превратившиеся в эти энергетические тела, сохранили часть интеллекта. Так что путешествие в небесную гробницу полно опасностей и рисков. Она разделена на 3 уровня, где встречаются живые сущности даже уровня почтенного воина. Энергетические тела первого уровня гробницы не сильнее почтенного воина 3 звезд. Они просто блуждают по окрестностям без сознания, а справиться с ними очень просто. На 2-м уровне энергетические тела колеблются в силе между 3-й и 8-й звездой, поэтому с ними справиться уже труднее. На 3-м уровне мощность существ в среднем не уступает практику высшей стадии почтенного воина. Есть даже некоторые высшие эксперты, которые достигли класса святого Доушен при жизни. Редко кто врывается на 3-й уровень без абсолютной уверенности. А самое главное, их можно поглотить. Это даже проще, чем поглощать целебные пилюли. Это пространство просто настоящее сокровище. Интересно, что в большинстве случаев внутрь гробницы входят лишь члены младшего поколения. В конце концов, это лучшее место для тренировок. Гу Яо должен был войти, однако после битвы с Сяо Янем его заменил Гу Джень, первый командир. Сяо Янь вошел вместе с Гу Сюнер. Небесная гробница была огромной, разделенной на 3 этажа. Почти сразу же они начали охоту на энергетические тела. Внутри находится ядро, что скрывает невероятно чистую энергию. Это самая полезная штука в небесной гробнице. Сяо Янь удивился. Эту энергию практически не требовалось очищать, а только лишь направить ее по своим каналам, чтобы впитать в тело. Он сразу же ощутил, как его сила возросла. Вот почему все так ценят небесную гробницу. Чем больше Сяо Янь сумеет заполучить таких энергетических ядер, тем быстрее сумеет прорваться на уровень почтенного воина 6 звезд. Сюнер предложила сыграть в игру, кто из них сумеет набрать больше ядер. Потренировавшись в течение 4 месяцев и поглотив тысячи энергетических тел, Сяо Янь уже полнился энергией доуци. Он был готов совершить прорыв в любой момент. Прорыв между уровнями почтенного воина требует крайне много энергии, а Сюнер в это время будет присматривать за ним. Сяо Янь сел на небольшой валун в позе лотоса и вошел в состояние тренировки. А из его тела начала исходить доуци. Спустя несколько часов вдали возникла темная аура. Сюнер заметила врагов. Члены клана Хунь настолько коварны, что собираются напасть в такой момент, когда Сяо Янь в процессе прорыва культивации. Это были Хунья и Хунь Ли из клана Хунь. Они оба почтенные воины 8 звезд. Справится ли с ними Сюнер в одиночку? Сможет ли защитить Сяо Янь? Это так же, как в Академии Дзянань, когда во время боя Сяо Янь начал прорыв к следующей звезде, и Сюнер его защищала. Точно будет интересно посмотреть на этот бой с людьми клана Хунь. Сюнер внешне не отреагировала, не подалась ни единой эмоции. Она просто поднялась со своего места, но в ее глазах уже пылало золотое небесное пламя. Хунь Ли немедленно начал атаку. Он возник прямо перед ней и нанес удар, излучающий темную и холодную ауру. Золотое пламя обернулось огненным хлыстом, что вырвался из ее рук. С другой стороны, темные цепи с аурой убийства вырвались. Последовал пронзительный скрежет.
Хунь Я и Хунь Ли ощутили мощь Гусюнер. Она и вправду достойна носить божественную родословную. Но клан Хунь тоже непрост. У них очень много грязных трюков. Рассмотрим, чем же закончится битва в следующем видео. Давайте наберем 3000 лайков под этим видео и выйдет продолжение. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам битва Ся Яня с Гуяо. Подписывайтесь на канал и всем пока.